Когда мы говорим о CGI или о компьютерной графике в кино, мы обычно представляем высокотехнологичные голливудские аттракционы с миллионами полигонов и рендерингом в реальном времени. Но если отмотать историю назад, мы увидим, что фундамент этого цифрового чуда был заложен вовсе не инженерами Кремниевой долины, а человеком в цилиндре, фокусником, который стал первым кинорежиссером-иллюзионистом. Его звали Жорж Мельес. Во второй половине 19 века Мельес был признанным сценическим магом и владельцем театра Робера Удена в Париже. Он увидел кино в 1895 году на знаменитом показе «Братьев Люмьер». Пока остальные воспринимали кинематограф как любопытную игрушку или средство документирования, Мельес мгновенно понял главное – кино может быть продолжением иллюзий. Уже в своих первых опытах с камерой он обнаружил, что остановка съемки и замена объекта создают эффект исчезновения. Этот прием стал первым джамп-кат в истории. С этого момента кино перестало быть просто отражением реальности. Оно стало пространством для магии и манипуляции с восприятием. В 1902 году Мельес снял свой самый знаменитый фильм «Путешествие на Луну». 14-минутную фантастическую пьесу, в которой сплавлялись театр, литература, механика и кино. Там есть все. Космическое путешествие, инопланетяне, космический гротеск, а главное – изощренные спецэффекты. Мельес снял более 500 фильмов. Он создал первый в истории павильон со стеклянной крышей, чтобы использовать естественное освещение. И фактически организовал кинопроизводственный процесс современной фантастики, в котором эффекты планировались заранее, как часть сценарного мышления. Это был прообраз CGI-планирования в постпродакшене в современном кинематографе. Задники и миниатюры, создающие иллюзию глубины, двойная экспозиция для проявления призраков, есть ручная раскраска кадра по пленке. И даже есть механика театральных декораций, совмещенная с кинематографическим монтажом. Это один из первых примеров миростроительства в кино, где визуальные эффекты не дополняют, а формируют ткань повествования. Он ввел такие приемы, как стоп-моушен, масштабные декоративные построения, наслаивание изображений, мультиэкспозиции и монтажные трансформации. Мельес использовал кино как язык визуальной метаморфозы, где каждый кадр — это трюк, а каждая сцена — постановочное чудо. Но эра Мельеса завершилась так же резко, как началась. С приходом нарративного реализма, монтажных структур Гриффита и коммерческого кино его театрализованная эстетика вышла из моды. И в 1913 году студия Мельеса закрылась. А сам он попал в нищету. Его фильмы считались устаревшими, пленки были утеряны, и все же в 20 веке его реабилитировали. И сегодня, когда мы видим полет камеры над цифровым мегаполисом или трансформацию героя в поток пикселей, мы на самом деле продолжаем дело человека, который первым увидел в кино не зеркало, а портал в мир невозможного. Мельес доказал, спецэффекты — это не трюк, а форма выражения фантазии. CGI не начинается с компьютера, CGI начинается с идеи, что экран может показать невозможное. И в этом смысле каждый современный визуальный эксперимент, от аватара до короткометражек на YouTube, это потомки лунного снаряда, врезающегося в глаз Луны. Пока есть фантазия, будет и CGI. А пока мы помним Мельеса, мы помним, что кино прежде всего искусство иллюзий, изобретенное руками и воображением. С 1930-х годов в вехе развития CGI можно выделить новый аналоговый период, где главенствовали механика, оптика и роторы. До того, как цифровая революция превратила каждый ноутбук в киностудию, спецэффекты были делом не только техники, сколько ремесла, интуиции и инженерной изобретательности. До появления CGI у кино был другой язык визуального чуда – аналоговый, материальный, почти что театральный. Это был век, когда фантастика строилась на механике, а экранное волшебство пахло краской, пылью и гулом проекторов. Кинофантастика середины 20-х годов существовала в условиях жесткой технических ограничений. Не было ни трекпадов, ни зеленых экранов, ни цифровых моделей. Все, что видит зритель, все это реально. Не в смысле существует на самом деле, а в смысле это кто-то построил, покрасил, подвесил на леску и осветил с нужного угла. Каждая сцена была иллюзией, выстроенной один к одному между камерой и декорацией. Космический корабль не рисовался, он изготавливался из алюминия, дерева
и старых деталей от стиральной машины. Фантастика была практической, и именно в этом ее особая прелесть. В кино главенствовали миниатюры и макромиры. С 1930-х по 1970-е годы спецэффекты были механическими. Миниатюры, проекции, двойная экспозиция. Это эпоха Метрополиса, Кинг-Конга и Космической Одиссеи. Эта эпоха создавала иллюзии без компьютеров, руками инженеров и кинематографистов. Если в 1970-х ты хочешь показать летающий город или базу на Марсе, ты не вызываешь дизайнера интерфейсов. Ты зовешь плотника, инженера и художника. Миниатюры стали основой визуального мира классической фантастики. От Метрополиса Фрица Ланга до Звездных войн Лукаса. Например, в ILM, студии, открытой Лукасом, была целая армия специалистов, создающих миниатюрные модели кораблей и городов, а затем снимающих их покадрово с помощью движущихся камер, чтобы добиться иллюзии полета. Но об этом мы поговорим чуть позже. В общем говоря, все это работало на оптике и расчетах. Один неверный угол, и весь эффект разрушен. Оптические трюки и стеклянная магия были тоже фишкой того времени. До хромакея спецэффекты делались с помощью оптических приемов, рир-проекций, мат-пейтинга, мультиэкспозиции. Например, художник рисует пейзаж далекой планеты на стекле. Актер играет на площадке, но часть кадра — это стеклянная вставка, через которую проходит свет. Получается единый кадр, в котором реальное и нарисованное сливаются. Или рир-проекция на заднем экране. Ранее отснятое видео, скажем, пейзаж, снятый с вертолета, а перед ним актер в студии, летящий в кабине. Все это ручная магия. Все до миллиметра подогнано светом, объективами и расчетом перспективы. Знаменитые монстры эпохи аналоговой фантастики — это не просто грим, это аниматроника. Системы рычагов, сервоприводов и тросов, встроенные в маски и тела существ. В «Чужом» и «Нечто» тела монстров буквально шевелятся от давления воздуха и работы моторчиков. Работа с латексом, искусственной кровью и механическими щупальцами давала тактильную реальность, которой часто не хватает в CGI. Когда актер смотрел в глаза монстру, он действительно смотрел в глаза созданию, в котором шестеренки крутятся прямо у него перед носом. В «Космической Одиссее» Кубрик размещает камеру внутри вращающейся конструкции, создавая иллюзию гравитации. Все это роторные установки и гигантские цилиндры, вращающиеся вокруг своей оси, в которых актеры ходят по потолку. Аналоговая фантастика умела обманывать физику, потому что понимала ее основы. Атмосфера фантастики тех лет строилась не только из макетов, но и из света и дыма. Промышленные вентиляторы, сигаретный дым и фильтры создавали иллюзию неонового будущего в «Бегущем по лезвию». Там, где современное кино добавит туман постфактум, аналоговое его выдувало в кадр. Лучи света в тумане — это не автор-эффект. Это физика плюс оптика плюс грамотная экспозиция. Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом. Лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы в дожде. Почему это до сих пор работает? Многие современные режиссеры возвращаются к аналоговым техникам. Кристофер Нолан, Квентин Тарантино, Гильермо Дель Торо. Да потому что тактильность, несовершенство и ручное тепло аналогового изображения создают эффект присутствия. Ты чувствуешь, что можешь дотронуться до этого мира. Аналоговая фантастика напоминает нам, не вся магия цифровая. Иногда самые убедительные чудеса рождаются не в коде, а в мастерской. До появления искусственного интеллекта и фотореализма фантастика была воплощенной мечтой, склеенной, нарисованной, отлепленной и собранной из деталей и света. Это был кинематограф не цифры, а рук. Именно поэтому он до сих пор не теряет своего очарования. Первое использование компьютерной графики в кино зафиксировано в фильме «Мир Дикого Запада». Но не в сериале Джонатана Нолана 2016 года, а в картине 1973 года, снятой Майклом Крайтоном, где CGI применились для визуализации зрения робота. В одной из сцен мы видим, как камера переходит в зрение андроида-киллера, которого сыграл Юл Бриннер, и изображение начинает распадаться на цифровой пиксельный шум, имитацию машинного зрения. Для создания этого эффекта кадры фильма были сначала преобразованы в цифровые данные при помощи мощного, на тот момент мощного компьютера Funly F1, затем перекодированы в низкое разрешение и только потом выведены обратно на пленку.
Это не просто прием, это новый тип визуального мышления, в котором глаз машины становится участником кадра. И именно этот фрагмент считается первой осознанной интеграцией CGI в нарратив полнометражного фильма. Настоящий же прорыв случился в 1982 году с выходом фильма «Трон», в котором компьютерная графика не маскировалась реальностью, а создавала самостоятельный цифровой мир. «Трон» Стивена Лисберга стал настоящей точкой невозврата. Это не просто фильм с использованием компьютерной графики, это кино о компьютерной реальности, в которой герой буквально оказывается внутри системы. Почти 20 минут чистейшей CGI-графики. Это невиданный объем на тот момент. Для визуализации цифрового мира использовались фотореалистичные 3D-модели. Велосипеды, дискбои, световые стены, цифровые лабиринты – все это рендерилось с нуля и покадрово. Большинство сцен было создано вручную при помощи ротоскопирования, фотонного рендеринга и ручной подсветки каждого кадра. Комбинация живого действия, анимации, цифровой графики и оптических эффектов сделала фильм уникальным. Он буквально раздвинул границы представления о том, как должен выглядеть кинематограф. Несмотря на визуальный прорыв, «Трон» не был номинирован на «Оскар» за визуальные эффекты. И знаете почему? Академия посчитала, что использование компьютеров – это жульничество. В 1982 году цифровая графика считалась угрозой традиционному ремеслу, а не его продолжением. Оба этих фильма были коммерчески не столь успешны, как от них ожидали, но в долгосрочной перспективе они стали фундаментом всей индустрии CGI. После «Трона» в индустрию пришли инженеры и программисты. Именно после него в Disney начали формировать цифровые департаменты, которые позже выльются в компанию Pixar. Вдохновленные «Троном» художники создавали новые визуальные стили, от клипов и рекламы до видеоигр. Мир Дикого Запада стал вдохновением для десятков сценариев про восстание искусственного интеллекта и симуляции сознания, от «Терминатора» до «Матрицы». Эти картины были не просто фильмами, они были пророчеством. Они не просто использовали CGI, они поставили его в центр повествования, визуализируя цифровое сознание и цифровые пространства до того, как это стало обыденностью. Сегодня, когда каждый второй блокбастер построен на CGI, эти два фильма напоминают. Все началось не с суперкомпьютеров Marvel и Unreal Engine, а с людей, которые рискнули думать по-другому. Но настоящий переворот случился спустя 2 года в тандеме Кэмерона и Спилберга, двух режиссеров, мыслящих масштабно, но при этом требующих от техники абсолютной убедительности. На сцену вышел «Терминатор 2», «Жидкий металл» и «Эпоха морфинга». «Терминатор 2» и «Парк юрского периода» стали не просто вехами, они установили стандарт качества, вкуса и меры, которому до сих пор пытаются соответствовать. Если «Трон» и «Мир Дикого Запада» были цифровыми предвестниками, то 90-е — это уже фронтальная атака CGI на традиционное кино. В центре этой революции стояла Industrial Light and Magic, студия, основанная Джорджем Лукасом, которая не просто шла в ногу с прогрессом, а сама его формировала. ILM — это фабрика чудес нового поколения, лаборатория, где цифровая реальность впервые начала конкурировать с физической. К началу 90-х они уже экспериментировали с компьютерной графикой в бездне, где впервые появилась CGI-вода. Один из первых цифровых объектов с имитацией света, глубины и преломления. Когда Джеймс Кэмерон представил миру Т-1000 в исполнении Роберта Патрика, зрители не просто удивились, они буквально не поняли, как это сделано. Металлический человек, трансформирующийся на глазах, проходящий сквозь решетки и заживающий после огня, выглядел как магия нового века. ILM использовали технологию морфинга, что позволяло создавать иллюзию текучей материи. Они разработали целый пайплайн, где анимация, освещение и шейдинг были синхронизированы с живыми съемками. В результате студии удалось впервые достигнуть фотореалистичного CGI, интегрированного в живое окружение. Никакого фона, отдельной вставки, эффект встроен в драматургию сцены. CGI-сцены в «Терминаторе 2» занимают всего 5 минут от общего хронометража, но именно они стали визитной карточкой фильма и поворотным пунктом для индустрии. Но еще дальше шагнул сам Стивен Спилберг. Изначально он планировал использовать аниматронику и стоп-моушен для оживления динозавров, но ILM предложила эксперимент — создать короткий фрагмент CGI-тестов. Когда Спилберг увидел первого цифрового тираннозавра на экране, вопросов больше не было. Соединение CGI с аниматроникой от Стэна Уинстона дало идеальный баланс между физическим и цифровыми мирами. Легендарная сцена с велоцирапторами на кухне — это пример идеальной симфонии. Аниматроника крупным планом, CGI в движении и прыжках. Ты не понимаешь, где настоящее, а где нарисованное.
После этих двух фильмов стало ясно: компьютерная графика — это не временное баловство, а новый визуальный стандарт. Производственный цикл фильмов изменился, появилась фаза превизуализации, виртуальной съемочной площадки и планирования сцен в 3D до физического съемочного дня. Началась гонка за новыми CGI-студиями Weta, Digital Domain, Ramen House. Индустрия выросла в разы. CGI стала неотъемлемым элементом жанрового кино. Фантастика, фэнтези, экшен. Без него больше не обходились. Важно понимать, ILM никогда не делала трюки ради трюков. Их философия — эффект должен служить драматургии. CGI работает на страх, напряжение, восхищение, тех эмоциях, которых движет кино. Поэтому эти фильмы не устарели, потому что в них технология встроена в рассказ, а не навязана ему. Это не просто фильмы с эффектами, это манифесты новой эпохи, где художники, программисты и режиссеры стали одним организмом, и этот организм научился создавать динозавров, жидких киборгов и цифровую реальность, которая оказалась реальнее, чем настоящая. Когда в конце 1990-х годов кино наконец освоило CGI, наступил следующий этап. Не просто встраивать цифровые элементы в живую съемку, а строить с нуля миры, которые не могли бы существовать иначе. Речь шла уже не о компьютерной графике, а о цифровом воображении. В эту эру вошли те, кто осознал главное. CGI — это не декорация, а способ мышления и создания реальностей. Можно выделить 3 рубежных проекта — «Матрица», «Властелин колец» и «Аватар». Они не просто изменили язык спецэффектов, они переписали саму структуру кинематографического опыта. Проект братьев Вачовски стал не просто стилевым феноменом, он предложил миру перезапуск киноязыка через логику цифровой среды. После «Матрицы» кино впервые начало говорить в терминах компьютеров. Код, виртуальность, глич, загрузка. Зритель ощущал мир как симуляцию, потому что визуальный язык подчеркивал цифровую природу происходящего. Зеленый фильтр, цифровой дождь и интерфейсы. Ну а эффект Bullet Time, созданный с помощью цепочки фотокамер, стал визуальной метафорой контроля над симуляцией. Сцены с Bullet Time создавались не как CGI, а как комбинация многокамерного захвата и 3D-реконструкции, где CGI выступал как связывающее звено между реальной съемкой и архитектурой кадра. Это стало рождением временной геометрии в кино. Если «Матрица» — это философия симуляции, то «Властелин колец» — это цифровой эпос, в котором CGI и практические эффекты сливаются в органическую мифологию. Питер Джексон и Weta Digital создали полностью цифровых персонажей при помощи motion capture, в частности Голлума, сыгранного Энди Серкисом. Они сделали массовые сражения, где тысячи воинов создавались так, чтобы каждая цифровая фигура обладала собственным поведением. Они комбинировали цифровую архитектуру Средиземья и миниатюры, создавая ощущение историчности вымышленного мира. Не думал, что умру, сражаясь бок о бок с эльфом. Когда Джеймс Кэмерон вернулся к большому кино спустя 12 лет после «Титаника», он сделал это с идеей, что реальный мир уже недостаточен. «Аватар» — это не про инопланетян, это фильм, в котором кино становится планетой, куда зритель может перенестись. Полный захват актерской игры, Face и Body Motion Capture давали анимации эмоциональную достоверность. Виртуальная камера, с помощью которой Кэмерон мог гулять по цифровой Пандоре в режиме реального времени, как оператор на натуре. Фотореалистичное освещение, физически корректные текстуры, сложнейшая симуляция тканей, ветра, воды, еще и с массовым прокатом в 3D. Все это раздвинуло границы современного кино и понимания CGI. Фильм снимался не как живой CGI, а как анимированный с живой игрой, где актеры уже не в центре кадра, а внутри цифровой сцены, смоделированный и освещенный заранее. «Аватар» стал первым фильмом, где CGI больше не эффект, а новая форма реальности. Кино, в котором настоящим считается то, что никогда не существовало. Мои братья, сестры, мы покажем небесным людям, что они не хозяева здесь, и что это наша земля! Все 3 фильма доказывают, визуальные эффекты — это не трюк, а способ рассказа. Они становятся грамматикой нового кино. Благодаря этим 3 проектам CGI перестает быть технологией и становится пространством. Это уже не примесь к живой съемке, а ее альтернатива, способ построения визуального мышления. Цифровой мир теперь уже не фон, а суть сюжета. Технологии перестают быть против актера, а становятся его продолжением.
Когда-то CGI был чудом, потом стал инструментом, а сегодня это уже норма. Невидимая ткань, пронизывающая каждый кадр мейнстримного кино. Эпоха 2010-х окончательно утвердила идею, что все можно нарисовать, все можно воссоздать, и главное, все можно оцифровать. От лица людей до исторических событий. Добро пожаловать в царство бесконечного дублирования, масштабирования и стирания границ между живым и цифровым. На авансцене Marvel Studios, Disney, Lucasfilm, Netflix и все чаще отдельные виртуальные продакшены, где CGI не только спецэффекты, а производственная философия. И с каждым годом вопрос звучит не как они это сняли, а снимали ли они это вообще. Формула Marvel очень проста. Это кино, в котором все, кроме лица, цифровое. Костюмы, окружение, сражения, здания, небо, дым — все создается на гринскрине и в рендер-фермах. В первых «Мстителях» костюмы еще шили, но к «Войне бесконечности» к финалу костюмы почти полностью рисуются в CGI. Все, что вы видите на экране, даже броня Железного Человека, отрендерена на посте. Актеры все чаще играют в студийных кубах, без окружения. Режиссер получает полный контроль над визуальным ритмом, но зритель теряет физическое ощущение мира. Возникает эффект пластикового реального. На фоне Marvel Lucasfilm и Netflix пошли еще дальше и стали применять CGI для воскрешения и омоложения актеров. Майкл Дуглас в «Человеке-муравье», Де Ниро и Аль Пачино в «Ирландце», Марк Хэмилл в роли молодого Люка в «Мандалорце» и цифровое воскрешение Питера Кушинга и Кэрри Фишер. Да и в российском кино такие прецеденты были, чего греха таить. Эти практики вызывают вопросы, что такое исполнение роли и где граница между актерской игрой и цифровой мимикой. Переход к цифровому актерству поставил новый вопрос: кому принадлежит лицо? Уже сейчас в индустрии фигурируют 3D-сканы актеров от Marvel до Netflix. Каждый актер цифровизируется на раннем этапе, который потом используют для диджитал-двойников в трюках, драках и сценах с риском. А эти же библиотеки сканов используются как AI-аниматоры, которые обучаются на мимике конкретных актеров и могут эмулировать их игру. Именно поэтому сценаристы и актеры в США в 2023 году бастовали, в том числе из-за риска потери контроля над цифровыми копиями. Если лицом можно лицензировать, а игру заменить, что мешает играть без актера вообще? Современные студии вроде Veta, Framestore, Industrial Light and Magic работают по принципу CGI First. Это значит, что сцена изначально проектируется как цифровая, даже если потом к ней добавят живые элементы. То есть создается превиз, где вся сцена уже есть в 3D до съемок, чтобы понимать, как и где ставить камеру и куда ставить актера. Сегодня актер не человек, а набор данных. Место действия — это уже не локация, а визуальный пакет файлов в 3D-пространстве. Эволюция CGI — это история, как кино ушло от фокусника с ножницами к цифровым данным, способным воссоздать реальность с нуля. Но вместе с этим возникает вопрос: а где заканчивается кино и начинается симуляция? Можно ли еще удивить зрителя, если он видел все? И умирает ли кино, если все большая его часть — это лишь симуляция и рендеринг? Хотелось бы верить, что нет. Ну а с вами был КМС ПЛХС. Поддерживайте наш канал, подписывайтесь на Telegram. Всем пока.